Всем доброй ночи. Хочу поделиться с вами э, заговором для помощи, для быстрой помощи на фарси. Фарси из области Пехлеви, пехлевитский язык, то есть это древний фарси, который немного отличается от современного языка, но не очень сильно. И те, кто владеет фарси, я думаю, что поймут значение этих слов. Этот заговор мне давно подарил, скажем так, отдал человек, чья бабушка из персидских армян. Родилась она в Новой Джухе. Это область в Персии. Там переселенцы во время Шаха Аббаса, уведенные туда насильно, армянское население города Джуха, которые основали там новый город и назвали Новый Джуха. И это переселение, то есть этот город до сих пор есть, и там основное население армяне, потомки тех переселенцев. И оттуда очень много выходцев, очень талантливых людей по всему миру. Вообще персидские армяне, они особенные, отличаются очень сильно своими, знаете, отношением своим к семье, к жизни, к традициям, обычаям. Ну и кроме всего прочего, поскольку они родились в Персии, понятное дело, что они прекрасно знают культуру Ирана, впитали в себя и любят эту страну. И вот бабушка этого человека, который передал мне еще в студенческие годы этот заговор, она занималась магией, колдовством. И я больше нигде не встречала этот заговор. Видимо, он просто древний и передается по семейной линии. Но вы знаете, что мне со всего мира отправляли и книги теней своих бабушек, и атрибуты магии своих бабушек. Поэтому неудивительно, собственно говоря, что они мне отправляли. Видимо, их души так желали, чтобы их детище попало в нужные руки. Так вот, в персидской мифологии есть такое понятие, как девы. Но это не только у персов, это у многих народов Востока, у ассирийцев, у армян, у пехлевийцев, у медиан, которые растворились в персидском этносе, у шумерских народов. Одним словом, девы – это божества среднего уровня. Их позже начали называть ахурами, то есть боги среднего звена, обладающие огромной силой. Позже в кавказской мифологии девы становятся стражниками гор. Они становятся стражниками между мирами людей и ушедших, между мирами людей и духов, стражниками перекрестков, лесных массивов и прочее. Однако еще до зарождения религии, особенно на Востоке, поскольку Восток – это колыбель цивилизации, оттуда идут эти знания, поверья о девах, о духах. Некоторые путают их с джиннами, но есть какая-то общность. Джинны тоже считаются божествами среднего звена, хранителями Востока, но они отличаются все-таки, у них разные, разное древо. Хочу вам сказать, что поскольку армянская мифология, она, собственно, имеет непосредственную близость и отношение, связь с восточными верованиями,
то очень часто в детстве я, и не только я, очень часто слышали название девов или дивов, их имена, их функции. Например, был такой дев Зорба, который считался стражником царей. Дев Северного ветра, Ками, Чарк. Их множество. И эти все названия, они пришли из древней мифологии, теологии Востока. И, собственно говоря, естественно, колдуны вступали с ними в определенные отношения, заключали договора и получали желаемое. Итак, вот переданный мне заговор, обращение к 3 девам. К 3 девам обращение для помощи, заговор помощи. Кто они были? Это 3 силы, которые приходили в трудную минуту. Одного из них звали Дидар, что значит красивый или красиволицый, прекрасноликий, красивый Дидар. Бахрус, счастливый, и Шахрух, победоносный. Эти 3 силы призывались для того, чтобы помочь человеку, вот попавшему в трудную ситуацию. И чаще всего эти девы наводили морок. Ну, предположим, когда вы можете использовать этот заговор? Если к вам пришли на проверку, и вам нужно быстро начитать, чтобы, во-первых, понравиться этим людям, навести красоту, то есть стать для них приятным, то есть обращение к Дидар, прекрасному. Второе обращение Бахрус, счастливый случай, то есть выпросить счастливый случай, счастливый момент, приблизительно, то есть объясняю, о чем здесь идет речь, чтобы выпутаться из этой ситуации. И Шахрух, извиняюсь, победоносный, одержать победу над людьми, которые к вам подошли. Ну, то же самое, скажем так, вы идете покупать какую-то вещь. Вам хочется, чтобы вам уступили в цене. Начитали и пришли покупать. Ну, больше нужно призывать их в момент опасности. В момент какого-то... когда вы хотите воздействовать на мнение другого человека. Не смертельной опасности, а просто вот есть опасность увольнения, есть опасность, что вас отчитают, что вы опоздали на работу. Начитать и зайти на работу. Начитать в машине, предположим, если к вам подходит инспектор ГАИ. И все обойдется. Есть различные, есть более, скажем так, такие широкого профиля заговоры. Но в любом случае каждому свое. Понимаете? Каждому свое, и каждому подходит по энергии свой заговор. Заговоров много не бывает. Итак, читаю на фарси. Тем, кто внизу 500 раз пишет, а где текст, я уже начала их заносить в черный список, потому что люди не понимают. Не понимают, что это невоспитанно, некультурно, что уже миллион раз было сказано, надо подождать, что Яна наберет этот текст и выставит, а пока можете пользоваться другими работами. Одним словом, пожалуйста, не пишите внизу, где текст. Никто вам не обязан бегом прийти и написать. И то, что вам пишут, это, собственно, добрая воля. Просто благодарите и не принимайте это как за обязанность. Понимаете, святой долг с нашей стороны. Текст будет, она сейчас загружена, немного освободится и в течение нескольких дней выставить текст. Читать нужно 3 раза. Се Йордамчи Дева, Дидар, Бахрус, Шахрух. Наздам Био Дидар, Марозе Бокун, Бабахрус, Одамон Кудрат Тихьот. Шахрух, Баман Фалабадех, Бигзор Чунин Бошат.
Се Йордамчи Дева. Дидар Бахрус Шахрух. Наздам Био. Дидар Морозе Бокун. Ба Бахрус. Бахрус Ба Удамон Кудрат Тихиот. Шахрух. Бамон Фалаба Дех. Бигзор Чунин Бошат. Первый раз немного неправильно прочитала. Еще раз. Се Йордамчи Дево. Дидар Бахрус Шахрус. Бахрус Шахрух. Наздам Био. Дидар Морозе Бокун. Бахрус. Бо Одамон Кудрат Дихиот. Шахрух. Баман Фалаба Дех. Бигзор Чунин Бошат. 3 раза прочитали, и опасность пройдет стороной. Проверено не раз и не два, что эти заговоры помогают в самые трудные минуты. Можете еще применить, например, идет неприятная соседка, не хотелось бы столкнуться, поговорить с ней. Не хочется ее видеть, хочется обойти, пройти мимо. Читайте этот заговор. И у нее зазвенит телефон, ее могут отвлечь в сторону. Одним словом, пройдет она мимо, и неприятная ситуация решится само по себе. Желаю вам удачи.